В это же время к ней подбегает школьница и прыгает на него. Все ее DVD-диски падают на дорогу. Хью встает и извиняется перед ней, даже если это была не его ошибка, и он снова как бы невзначай подносит экран телефона к своему лицу. Но девочка думает, что он пытается вытащить фотографию из ее трусов и злится. Не давая ему времени опомниться, она выхватывает у него мобильный телефон и швыряет его на дорогу. Он тут же ломается. Затем она дает ему такую сильную пощечину, что Ю падает на дорогу лицом вниз. Ему ничего не оставалось, как смотреть, как девочка возвращается по той же дороге со скоростью летнего ветерка. Ее зовут Фука, и это была его первая встреча с ней в этом городе. После ремонта своего телефона он поздно возвращается домой, где его ждут сестры, чтобы принести еду. Но они уже знают из его сообщений в Твиттере, что произошло и почему он опаздывает. В отличие от Ю, который ведет Твиттер, он так мало разговаривает дома. Его сестры жалуются, что он слишком тихий. Ю чувствует себя неловко в окружении своих сестер, у которых нет братьев и сестер мужского пола. Его старшая сестра Майя приветствует его и сообщает, что его родители благополучно добрались до Америки. Тем временем он ставит упакованную еду на стол, а его младшие сестры начинают спорить из-за еды. В то время как он думает, что всегда жил в сельской местности со своей младшей сестрой и родителями. Но теперь, когда его родители переехали в Америку, он и его младшая сестра решили переехать к своим двум старшим сестрам, которые уже живут в Токио. После ужина его сестры сидят перед телевизором, когда по телевизору звучит песня той же известной певицы. Хибики весело спрашивает Ю, поддерживает ли он с ней контакт. Певица по имени Коюки была его школьной подругой, но после того, как она стала знаменитой, они перестали общаться друг с другом. Кроме того, Ю задавался вопросом, почему она помнит своего обычного школьного друга, если он никогда не пытался связаться с ней. Но Хибики напоминает ему, что он уже не тот жизнерадостный мальчик, каким был когда-то. Теперь он похож на телефонного наркомана и асоциального человека. Это его злит, и он выходит из комнаты. Прежде чем вернуться в свою комнату, Мейер заверил его, что на следующий день он пойдет в школу для поступления. Уверяет он ее и смотрит на компакт-диск, который выпал из спины Фуки. На следующий день он подает документы на поступление и выходит из школы. Тем временем он продолжает писать в Твиттере о новой школе и уже собирается опубликовать фотографию, когда видит Фуку, стоящую на крыше. И снова Фука думает, что он делает неуместные снимки со своего мобильного телефона, и она немедленно спускается вниз и бежит к нему. Она просит его отдать мобильный телефон, так как хочет сама увидеть, что он делает. Но Юй отказывается отдать его ей, говоря, что у него там есть кое-какие личные вещи. Во время этого спора телефон выпал у него из рук. Юй бежит вниз по лестнице, чтобы найти свой телефон, но нигде не может его найти. Он так волнуется, потому что одолжил этот телефон у владельца магазина. Фука присоединяется к нему в этом поиске, потому что она все еще хочет знать, что он делает, разговаривая по телефону. Когда он просит ее позвонить по телефону, который поможет ему найти его, Фука рассказывает, что у нее нет телефона, и ей нравится наслаждаться временем, слушая музыку на DVD. Это невероятно для Ю, но он оставляет ее и снова ищет свой телефон. Он также возвращает DVD, который она выбросила в последний день в дороге. Юй приходит домой без телефона, потому что нигде не может его найти. Но его раздражает, что все три его сестры одеты в нижнее белье вместо обычных платьев. Он ругает их, просит одеться подобающим образом, а затем идет спать в свою комнату. На следующий день, во время знакомства со своим классом, он видит, что Фука его одноклассник. После урока он видит парня, который пытается куда-то отвезти Фуку, но она ему отказывает. Ты немедленно бежишь ей на помощь и спасаешь ее от этого извращенца. Но оказывается, что этот парень хотел взять ее с собой, чтобы набрать в школьную команду по легкой атлетике, а она не захотела этого делать. Выслушав это, Юй убегает и в смущении прячет лицо. Это было совсем не то, что он думал. Он почувствовал, что должен был спросить, не нужна ли ей помощь. Тем временем Фука приходит, чтобы отдать ему его телефон, который она нашла после долгих поисков. На следующий день он стоял на том же месте и смотрел на 2 билета в кино, которые дала ему Майя. Он никак не может решить, что с ними делать. Внезапно Фука смотрит на билеты и вскрикивает от восторга, потому что в этом фильме звучит саундтрек ее любимой певицы. Она позаботилась о том, чтобы никто, кроме нее, не пошел с ним смотреть фильм. На следующий день Юй подходит к выходу из кинотеатра и садится в сторонке, ожидая Фуку. Тем временем он пишет в Твиттере, что будет с той же девушкой, которая разбила его телефон. Его подписчики приглашают его на свидание, и многие комментируют с наилучшими пожеланиями в его адрес. Он тут же пишет в Твиттере, что это не то, о чем они подумали. С другой стороны, Фука продолжает ждать перед Хатико. Они одновременно искали друг друга вокруг Хатико и не смогли найти. Внезапно Фука решает забраться на колонну и выкрикивает имя Ю во все горло. Он слышит ее голос и выбегает из-за Хатико. После того, как они наконец воссоединились, они добираются до коридора кинотеатра, где многие другие ждут своей очереди. Владельцы кинотеатров объявили, что разрешат смотреть фильм внутри только парам. Фука без колебаний хватает его за руку и просит вести себя так, как будто они пара на свидании. Сначала Фука не решается взять ее за руку, но потом она просит его крепко держать ее за руку. Она не уверена, как ведут себя пары, но пытается притвориться хорошей девушкой. Она спрашивает Ю, но он тоже понятия не имеет, как работают пары. Фуке действительно понравился фильм, и по дороге домой она только и говорила, что о песне своей любимой певицы Коюки. Ю спрашивает ее, была ли музыка настолько хороша, и она отвечает, что она была идеальной. Внезапно она останавливается и прячет руку за спину. Она достает оттуда 2 симпатичные наклейки,
которые они купили в кинотеатре. Они были подарены в качестве бонуса только парам. И она настаивает, чтобы Ю сохранил их и наклеил на заднюю панель своего мобильного телефона. Ю отказывается брать их, так как они ему нужны. Кроме того, они не пара, так что нет смысла их хранить. Но Фука не слушает и кладет их в свою сумку. Уходя, она весело говорит ему, что ей понравилось свидание. Хью очень удивляется, ведь он никогда по-настоящему не думал, что это свидание. Он просто продолжает смотреть на нее, пока она уходит. Он считает, что эта девушка действительно странная. Когда Фука возвращается домой, она взволнованно звонит своей маме, чтобы рассказать ей о фильме. Ей понравился фильм, и она заверила свою маму, что помимо этих занятий она также сосредоточена на учебе. Затем она сказала ей, что команда по легкой атлетике хочет, чтобы она присоединилась к ним, но она отказывается. Ее мама знает, что она хочет знать, чем она хочет заниматься. Но Фука говорит ей, что она ничего не нашла и все еще не знает, чем хочет заниматься. Вместо того, чтобы просить ее стать частью команды по легкой атлетике как хорошая мама, ее мама призывает ее уделить больше времени размышлениям о том, что она хочет делать. И вешает трубку к телефону. Ее отец услышал в разговоре, что она по-прежнему не хочет вступать в легкоатлетическую команду. Он был чемпионом страны и с самого раннего возраста приносил ей бутсы и секундомеры. Но мама Фуки не хочет, чтобы ее отец сейчас влиял на ее жизненный выбор. Кроме того, ее отец счастлив, если его дочь делает то, что хочет. На данный момент все, чего она хочет, это слушать музыку. На следующий день Ю идет по школьному коридору, когда получает сообщение от своего друга и поет Коюки. Она отправляет ему прямое сообщение с просьбой подключиться. Внезапно он видит Фуку, стоящую у окна. Она поворачивает к нему голову, и он видит слезы в ее глазах. На Фуке были надеты наушники, и она убежала, как только увидела его. Юй пытается остановить ее, но она исчезает. Выглянув из окна, Юй видит, как сидит его одноклассница Микаса. В классе Юй видит, как Микаса весело разговаривает с другой девочкой и предполагает, что Микасе нравится эта девочка, и он тоже нравится Фуке. Любовный треугольник расстроил Фуку, и она заплакала. Учитель, приглашающий свободных учеников вступить в клуб, нарушает ход его мыслей. Учитель поручает Микасе, тебе и Фуке чистить бассейн. Ты выглядишь таким обеспокоенным, потому что он никогда не убирал в таком месте. Но Фука пытается подбодрить его, говоря, что он обязательно это сделает. Он пытается расспросить ее о ее отношениях с Микасой, но потом колеблется. И вместо того, чтобы рассказать ей что-нибудь, он начинает работать. Палящее солнце истощает его силы. Но он видит, что Фука выглядит относительно свежей, когда моет пол в бассейне. Он говорит, что она выглядит как профессионал, занимающийся уборкой бассейна. Фука улыбается и рассказывает, что ей разрешено пользоваться баней родственника при условии, что она тоже будет ее чистить. В этом есть смысл. Значит, она не устала убирать это место. Она иногда просит тебя пойти с ней, чтобы насладиться комфортной ванной в этой бане. Чистя бассейн, он смотрит на Микасу и Фуку, которые счастливо разговаривают друг с другом, так как между ними нет никаких неприязненных чувств. Они выглядят как хорошие друзья. Через мгновение Фука подходит к нему, чтобы научить его мыть пол как профессионал, но ее нога скользит по полу. Этаж. Она падает, и ее юбка намокает. Из-за этого ее платье выглядит неуместно, и она начинает злиться, предполагая, что Юй смотрит на нее. Она незаметно направляется в раздевалку, в то время как Микаса рассказывает ему, что у них с Фукой хорошая дружба, и они очень похожи. Через некоторое время Фука возвращается, и они заканчивают уборку. После этого Микаса идет вернуть инструменты для уборки, а Фука видит, что Ю уже устал. Она смеется так, словно для нее это ничего не значит. Ю кричит, что ей понравилась уборка, потому что она все время была с Микасой. Он говорит ей, что видел, как Микаса проводит время с другими девочками, и она ему нравится, что не нравится Фуке. Вот почему она плакала ранее в тот день. Потому что она оказалась в ловушке любовного треугольника. Фука очень удивлена этим, ведь у нее нет никаких романтических чувств к Микасе. Кроме того, есть кое-что, чего он еще не знает о нем. В то же время Микаса говорит ему, что все знают, и теперь Ю тоже должен это знать, что у него нет интереса к девушкам, поэтому он смотрит на Ю с любовью. Юй чувствует себя ужасно, потому что он натурал. По дороге домой Юй наконец спрашивает Фуку, почему она плакала. Чтобы ответить ему, она достает из сумки DVD-диск и рассказывает, что песни на нем заставляют ее плакать каждый раз, когда она их слушает. Тексты песен посвящены чувствам певицы Коюки, которая скучает по кому-то. Он чувствует себя неловко из-за того, что не мог понять, почему она плакала, и предположил что-то неладное. Фука говорит, что ее ничто не огорчает. Единственное, что ее беспокоит, это ее растерянность. Она не знает, чего хочет. Ей грустно думать о том, что ей подходит, и она определенно не хочет вступать в легкоатлетическую команду. Фука спрашивает его совета, но он понятия не имеет, что у нее на уме. Фука говорит, что она счастлива, что он беспокоился о том, что она плачет, и что он добрый, как и значение ее имени. С другой стороны, певец Коюки получил от тебя сообщение о том, что он и вся его семья скучают по тебе. Он рассказал, что его друзья обожают ее песни и плачут над их текстами. Его ответ делает Коюки такой счастливой. На следующий день Фука участвует в соревнованиях по прыжкам в высоту, а Микаса кричит, чтобы она присоединилась к команде по легкой атлетике. Она снова отказывает ему, и Ю считает ее одаренной спортсменкой. В то же время Микаса говорит ему, что Фука сама не знает, чем хочет заниматься,
поэтому она похожа на птицу в клетке. Микаса предлагает Ю помочь ей найти то, чем она хочет заниматься. Она бы с легкостью послушалась его, потому что он видел, что ее действительно влечет к нему. Позже в тот же день Фука спрашивает его, есть ли у него какие-нибудь планы на Сару. Узнав, что он свободен, она говорит ему, что они пойдут куда-нибудь вместе. После школы Фуки позвонила Коюки. Она не могла понять, что ему сказать. Внезапно она услышала женские голоса по телефону. Сестры Юи раздражают его, и он выталкивает их из своей комнаты. Они думают, что ему нужно уединение, когда он разговаривает со своей девушкой. Услышав их голоса, Коюки смеется, потому что его сестры ничуть не изменились за все эти годы. Затем Коюки приглашает его на свой концерт и говорит ему, что она в первый раз будет выступать на одной сцене с ежиком, что было ее мечтой, и он даже назвал ее Тама, потому что это был самый лучший концерт. Имя ведущего вокалиста группы Hedgehog. Но когда Юй узнает, что концерт состоится на Сай, он отказывается, так как у него уже есть обязательства перед Фьюка. Но он обещает прийти на ее следующий концерт. Коюки нерешительно спрашивает, может ли она иногда звонить ему, что он разрешает, и они вешают трубку. Коюки безмерно счастлива, что он не возражает, если она позвонит ему еще раз. В субботу Ю приходит туда, куда его приглашает Фука, и Фука хочет пойти с ним на концерт Кайоки. Она говорит ему, что изначально хотела пойти со своей тетей, но та отменила план, поэтому привела его сюда. Находясь за кулисами, Коюки чувствует себя немного подавленной, так как это была ее мечта – выступить с Hedgehog. Ее ассистент уверяет ее, что она заслужила это место своим огромным талантом. Но в глубине души она знает, что в своих песнях она всего лишь живет воспоминаниями о времени, проведенном с любимым человеком. Она говорит, что поет для того, чтобы однажды найти его. Но Коюки не надеется, что когда-нибудь встретит его. Концерт начинается, и Юю становится грустно от того, что она могла бы сказать Коюки, что он был на концерте, но потом он решает поговорить с ней позже. Толпа кричит, но Коюки закрывает глаза и скучает по тем дням, которые он провел с Ю. Какими счастливыми они были в те моменты. Однажды ей пришлось уехать из города со своей мамой. Затем она открыла глаза и увидела, что в первом ряду перед ней стоит Юй. В тот день она пела на сцене не печально, а весело. Ее песня о надежде однажды встретить своего возлюбленного. После концерта Фука провожает его домой и рассказывает, что ей было очень весело и что ей не понравилось одиночество после концерта. Сегодня она заметила одну вещь. Кайоки была не такой, как обычно. В отличие от того, что было раньше, она была счастливее, и ее аура была желтой, в то время как она всегда выглядела грустной и голубой. Но Ю не слушает песни и не видит цвета. Внезапно вперед выходит Фука и начинает петь песню, а затем оборачивается, чтобы спросить, какой цвет он видел, когда она пела. Ты на мгновение потерял дар речи, так как ее прекрасное пение загипнотизировало его. Он похвалил ее, сказав, что у нее есть потенциал стать хорошей певицей. С другой стороны, она говорит, что этот концерт прояснил многие недоразумения. В этот момент Юй просит ее попытать счастье в музыке, потому что это может быть ее коньком. Когда Юй возвращается домой, ему звонит Коюки, которая так рада видеть его на концерте. Он так высоко оценил ее пение. От его похвалы у нее на глазах выступили слезы, и она немедленно повесила трубку. С другой стороны, Фука решает отвезти Ю в храм, который ее родители посещали много лет назад, чтобы загадать желание. Она хочет, чтобы он загадал желание за нее, что увеличит ее шансы на исполнение желания. На обратном пути она поделилась, что хотела бы, чтобы ее мечта осуществилась, и ее мечтой было заниматься музыкой. После этого она отвела Микасу и Ю к учителю и попросила разрешения открыть музыкальный клуб, где она и двое ее друзей будут заниматься музыкой. Ю так растерялся, ведь она никогда не говорила ему, что он будет частью группы. По дороге домой Фука рассказала, что Начай была недовольна ее решением создать группу, но и присоединиться к команде по легкой атлетике тоже было бы нечестно. Микаса уверяет ее, что она должна делать только то, что ей хочется. Фука рассказала учительнице о своей мечте. Они хотят стать такой же замечательной группой, как Hedgehog. Но чтобы начать свою музыкальную карьеру, им нужны музыкальные инструменты, а денег не хватает. Их учитель предлагает им зарабатывать деньги, работая в пляжном домике во время летних каникул. Хью сопротивляется, но Фука решает это за них, и они отправляются в путь к пляжному домику на поезде. Фука выглядит такой взволнованной, словно никогда не видела пляжа. Микаса часто навещала медведей. Вместо того, чтобы поговорить с ними, Ю продолжает думать, что поступает неправильно, отправляясь с ними. Он говорит, что он интроверт и не знает, как разговаривать с людьми. Фука не дает ему закончить то, что он говорит, когда они пересекают пляж. Она не могла сдержать своего огромного волнения. Они ищут адрес пляжного домика и видят мужчину, выходящего из главных ворот. Он быстро представляется как владелец Яхаги и ждет их прибытия. Он хлопает Ю по спине, когда Ю благодарит его за то, что он позволил им поработать в его пляжном домике. Он не взлюбил Яхаги с первого взгляда, но забыл об этом и вошел в пляжный домик. Оказывается, Яхаги был барабанщиком, но не играл на нем перед людьми. Яхаги оставляет Микасу и Ю в одной комнате и напоминает им, что с завтрашнего дня они должны усердно работать, так что лучше лечь спать пораньше. Выходя из комнаты, он шлепает Ю по спине, что сильно раздражает его. На следующий день все они приступают к своим обязанностям в пляжном домике. Фука и Микаса быстро принимают заказы и разносят их по столикам. Многие девушки приглашают его на свидание, чтобы показать себя красивым парнем, но он отказывается, так как девушки его не привлекают. Застенчивый и смущенный, Юй бросает тарелки на пол. Он не мог понять, что заказывают клиенты, и постоянно принимал заказы, что их раздражало. Он даже
даже не может громко повторить детали заказа Йихаги, что его очень злит. Он просит Ю усердно работать или уйти с работы. Разочарованный результатами своего рабочего дня, Ю пишет в Твиттере об отношении Йиги в свой первый рабочий день. Его подписчики призывали его продолжать работать и не обращать внимания на Йихагу. Он скучает и хочет вернуться домой. Но в это же время приходит Фука и подбадривает его, напоминая, что он очень добрый и вдумчивый человек. Он пытался спасти ее от плохих парней и помочь ей найти то, чем она хотела заниматься. Следовательно, вместо того, чтобы уйти, он должен проявить стойкость и доказать Йихаге, чего он стоит. Ее слова действуют как по волшебству, и на следующий день он работает намного лучше. Йихаги ценит его в конце рабочего дня, потому что он старался и добился успеха. Напряженный день так сильно утомляет его, что он засыпает на коленях у Фуки. С другой стороны, Коюки сейчас в автобусе едет на пляж снимать видео. Ее ассистентка рассказала, что вечером после съемок она может приятно провести свободное время. В это же время Ю сидит с Микасой на пляже, чтобы приятно провести время после работы, когда Микаса говорит ему, что Фука ведет себя не так, как Ю. По ее поведению видно, что он ей очень нравится. Любой может заметить ее поведение, но, как ни странно, Ю этого не заметил. Но это не имеет значения, пока Ю не почувствует к ней то же самое. Он говорит, что встает и бежит на пляж, чтобы найти себе хорошего друга. Вскоре после того, как он уходит, появляется Фука в купальнике и просит Ю пойти с ней и помочь ей насладиться плаванием с дельфинами. Ю чувствует себя ужасно, когда видит ее в купальнике, но все равно продолжает плавать. Он скрыл свои чувства и спросил ее, почему она хочет, чтобы они были частью ее команды, когда она может сочинять сольную музыку как Кой. Она знает, что тоже может делать это в одиночку. Но тогда не было бы никакого удовольствия от самостоятельного сочинения музыки. Через некоторое время они замечают, что отошли слишком далеко от пляжа, и Фук начинает нервно крутить педали, чтобы вернуться назад. Но при этой попытке она падает с игрушечного дельфина. Внезапно у нее сводит ногу, и она не может плавать. Она начинает тонуть. Ты немедленно плывешь вниз, чтобы поднять ее тело на поверхность. Через некоторое время Юи открыл глаза на пляже, в то время как Фука пыталась вернуть его к жизни, дыша ему в рот. Она поблагодарила Бога, когда увидела, что он проснулся и так сильно плачет. Не в силах сдержать свои эмоции, она обняла его и сильно заплакала. С другой стороны, Коюки закончила съемку и почувствовала, что проголодалась. Она огляделась и увидела перед собой тот же пляжный домик, где работал Ю. Тем временем Фука и Ю возвращаются, а Йихаги замечает, что Ю выглядит неважно. Фука не рассказывает ему, что произошло с ними на пляже, а вместо этого спрашивает Ю, все ли с ним в порядке. Но Ю все еще напуган тем фактом, что Фука дышит ему в рот, и он вздрагивает, когда видит, что она стоит рядом с ним. Он не может смотреть ей прямо в глаза. Оставив их там, входит Йихаги, так как пришло время закрывать пляжный домик. Фука делает глоток из бокала Микасы и тоже покидает катер, в то время как Ю снова вспоминает, что произошло на пляже. Внезапно Фука возвращается и просит его никому не рассказывать сегодня о спасательном дыхании. Ей тоже кажется, что это был поцелуй, и хотя она знает, что сделала это, чтобы спасти ему жизнь, она хочет, чтобы он держал это в секрете. Юй чувствует себя таким счастливым, что он был не один, занимаясь спасательным дыханием. Она тоже вела себя по-другому. Внезапно Микаса увидела, что он улыбается, и спросила, что случилось. Но так как он обещал сохранить это в тайне, он ничего ему не сказал и рухнул на ее кровать в своей комнате. В Твиттере написано, что Коюки тоже находится на том же пляже для съемок музыкального клипа. Она написала ему, что хочет увидеться с ним сегодня вечером. Вскоре после этого они встретились на другом конце пляжа. Это была тренировка, и она уже ждала его со своим зонтиком. Она выглядит такой взволнованной, увидев его перед собой после долгого перерыва. Коюки знает, что они бы никогда не встретились, если бы их мобильные телефоны снова не соединили их. Затем она достает пакет, полный фейерверков, которые она хочет зажечь вместе. В это же время Фука спрашивает Микасу о Ю, но тот не знает, куда он делся. Микаса замечает ее заботливое отношение к Ю и спрашивает, не произошло ли что-нибудь между ними сегодня. Она скрывает свои чувства и выходит из комнаты, чтобы поискать Ю на пляже. С другой стороны, Ю и Коюки смотрят фейерверк, и она замечает, что он почти не разговаривает. Хотя Ю не мог поделиться своими мыслями о Фуке, он ценит Коюки, потому что она стала сенсационной художницей в Японии и, повзрослев, превратилась в симпатичную девушку вставай. Коюки улыбается и говорит ему, что она всегда будет для него все той же Тамэй-чин. Он может называть меня этим прозвищем, которое они использовали в детстве. Она спрашивает его о их музыкальной группе. Когда она прочитала в Твиттере, что он станет ее частью, ей стало грустно, когда она узнала, что девушка преследовала его, чтобы он присоединился к группе. В то же время сильный ветер унес зонтик Коюки, и она подошла слишком близко к Ю. Это выглядит так, как будто они обнимают друг друга. Внезапно Фука подошла и увидела, что Ю обнимает ее. Фука останавливается, пытаясь понять, но затем поворачивается и бежит к пляжному домику. Ю пытается остановить ее, но в то же время Коюки не отпускает его и обнимает еще крепче. С другой стороны, Фука возвращается с пляжа, вся промокшая насквозь. Она выглядит такой разочарованной. Микаса смотрит, как она входит, и спрашивает, нашла ли она Ю. Она говорит, что нигде его не видела, и заходит в свою комнату, сказав, что ей нужно переодеться. Микаса замечает перемену в выражении ее лица, но продолжает молчать.
танцевать. С другой стороны, Коюки извиняется за то, что обняла его, так как она сделала это не намеренно. Она просто поскользнулась, когда ее зонтик отлетел в сторону. Затем она спрашивает о Фуки и узнает, что та же самая девушка уговорила Ю присоединиться к музыкальной группе. Она надеялась, что у Фуки не сложилось неправильного представления о том, как они обнимаются, потому что они были просто друзьями. На следующий день Ю сидит в гостиной пляжного домика и ждет Фуку, так как он хочет рассказать о прошлой ночи. Как только он видит, что она приближается, он встает и говорит ей, что то, что она видела прошлой ночью, совсем не то, что она думает. Между ним и Коюки ничего нет. Он объясняет, что она просто друг, и у него никогда не было возможности сказать ей об этом раньше. Услышав это объяснение, Фука разозлилась еще больше, потому что, по ее мнению, было много возможностей, когда он мог сказать ей, что она его друг. Но он предпочел спрятаться, это происходит без всякой причины. Она убежала в свою комнату, оставив его там. Целый день Фука совершенно не слушала его, пока непринужденно разговаривала с Микасой. Она ест свой ужин в комнате, вместо того, чтобы сидеть с ними за столом. Позже Юй отправляется на пляж и продолжает думать о том, как он может наладить отношения между ней и Фукой. С другой стороны, Микаса останавливает Фуку в гостиной пляжного домика и спрашивает, не было ли между ней и тобой ссоры. Она лжет, но Микаса говорит, что он может читать по ее лицу, так что ей лучше рассказать ему правду. Она только говорит, что они поссорились, но ничего не объясняет по этому поводу. В то же самое время кто-то случайно сталкивается с ним на пляже, и он думает, что это должно быть Фука. Но он был разочарован, увидев, что это была какая-то случайная девушка на пляже. Тогда он решил, что не может сидеть сложа руки, так как скучает по ней. Поэтому он снова отправился к Фуке, чтобы рассказать ей о себе в Коюке. Он нашел ее за пляжным домиком и сказал, что они с Коюки друзья детства, которые недавно восстановили связь через Твиттер. Но вместо того, чтобы переписываться со своего официального аккаунта, она использует свой анонимный аккаунт, чтобы поговорить с ним. Вот почему он не рассказал ей о ее секретном аккаунте. Потому что фанаты могли бы начать переписываться со знаменитостями и рассылать спам по их почтовому ящику. Это злит Фуку даже больше, чем то, что Ю думал о ней как о случайной девушке, которая отправляет спам на почтовый ящик Коюки. Ю так смущается и пытается объяснить, но Фука убегает внутрь. Они не понимают, почему между ними все пошло наперекосяк. На следующий день Йихаги и Микаса замечают, что Фука все еще сердится на тебя. Внезапно они видят, как их учитель входит в пляжный домик. С ними также находится рекрутер команды по легкой атлетике. Они пришли сюда, чтобы снова преследовать Фуку и присоединиться к команде по легкой атлетике. Он спрашивает Ю, что он думает о том, чтобы убедиться, что он прав, предлагая ей присоединиться к команде. Но прежде чем Ю смогла заговорить, к ним подошла Микаса и объяснила, что это не пойдет на пользу легкоатлетической команде, если Фука присоединится к ней без интереса. Это не приведет к плохим результатам, и он должен согласиться. Фука так разозлилась на упрямство парня из команды по легкой атлетике и твердо сказала ему, что она решила раз и навсегда, что будет заниматься только музыкой. И создаст такую замечательную группу, как Hedgehog. Макото улыбается и говорит, что каждый раз, когда она слушает, как она хвалит ежика, она краснеет. И они не знают, но она была клавишницей в группе. Парень рядом с ней был гитаристом, а Йихаги барабанщиком. Этот факт их очень удивляет. Но Фука и Ю дуются, поэтому они скрывают это от них. Кроме того, они большие поклонники ежиков и не замечают их. Они говорят, что слушают их песни каждый день. И на какое-то время Ю и Фука видят друг друга так, словно забыли о недоразумениях между ними. Но в Фуке тут же закипает гнев, и она отворачивается. Макото говорит, что теперь они выглядят по-другому, но Ю хочет знать, где сейчас Тама и Нико. Они говорят, что Тама исчезла, и Нико ищет ее. Именно поэтому они занимаются разными вещами в жизни, но знают, что Тама и Нико рано или поздно вернутся. Фука поворачивается к Йихаги и приказывает ему учить их прямо сейчас и помочь им стать такими же хорошими, как ежик. Парень из команды по легкой атлетике не может выносить всех этих разговоров и убеждает Фуку, что ей следует оставить это безумное занятие музыкой, потому что у нее нет таланта. Кроме того, стать хорошей группой непросто. Видя, как он унижает Фуку, Ю говорит ему, что она хорошо поет, так как он видел, как она пела некоторое время назад. Нико предлагает вместо того, чтобы спорить, дать ей шанс доказать, что она умеет петь. Все участники Hedgehog сидят со своими музыкальными инструментами и слушают Фуку, в то время как Йихаги просит тебя поиграть на гитаре. Он объясняет, что это был Нес Нико, но теперь, когда его здесь нет, ты можешь им воспользоваться. Позже он говорит Микасе, что пытался уладить отношения между ней и Фукой, но она не хочет слушать. Без нее он не наслаждается отдыхом на пляже, и в жизни нет счастья. Микаса призывает его сказать об этом Фуке и не поддаваться гордости. Кроме того, Фука хочет извиниться, но не решается. Он оставляет двоих из них наедине. Фука услышала их разговор и посмотрела на него. Она благодарит его за то, что он встал на ее сторону перед рекрутером команды по легкой атлетике и убегает. Группа садится за свои инструменты, и Фука начинает петь песню. Она поет смело от всего сердца. Ее зрелый голос завораживает группу. А Юй представляет себя прелестным лебедем с белыми крыльями. Ее голос доносится до Коюки и ее команды, но они не останавливаются, собирая вещи, чтобы покинуть город после записи видео. Однако Коюки и ее команда понимают, что песня — это знаменитый трек Hedgehog.
что люди на пляже задаются вопросом, происходит ли какое-то событие, и спешат послушать под музыку. С другой стороны, рекрутеру команды по легкой атлетике тоже нравится, как она поет. Песня заканчивается, и Фука видит множество людей, стоящих перед ней и оценивающих ее. Она спрашивает Йохаги о ее пении, которая лжет и говорит, что у нее не очень хороший талант, но она, несомненно, может совершенствоваться. Парень из легкой атлетической команды тоже лжет, что ему это не понравилось, но Микаса видела, как он отбивал ритм ногами. Он признается, что постукивает ногами по привычке, как барабанщик группы. Фока сразу же решает, что он будет их барабанщиком. Позже Йохаги подмигивает, что он не похвалил ее, и это поднимает ей настроение. Макото так счастлива, что добавление гениального вокалиста сделает эту группу великой. В тот вечер Ю увидел Фуку, сидящую в одиночестве на пляже, и присоединился к ней. Она хочет насладиться видом гор перед завтрашним отъездом. Через некоторое время ей становится холодно, и она делит с Ю пальто. Он пытается сделать красивый снимок звездного неба, но не может передать всю красоту из-за темноты. Внезапно он почувствовал себя неловко, находясь так близко к ней, и попросил вернуться в пляжный домик. Он попытался встать и в этой попытке толкнул Фуку, которая отбросила свои наушники в сторону, и в итоге он упал на нее сверху. После возвращения из пляжного домика Ю пригласил Коюки к себе домой. Они посмотрели свои старые фотографии и оживили воспоминания о тех днях. Кроме того, они жили неподалеку, так что недавно узнали об этом. Они увидели фотографию своей поездки к океану, на которой Коюки сердито смотрит на Юна. Он помнит, что она часто ругала его. Несмотря на то, что в детстве он часто говорил ей, что это неприятно. Но она не хочет слушать. Напротив, Коюки отрицает, что ей просто хочется, чтобы она правильно питалась и все делала правильно. Чтобы посмотреть на фотографии, Коюки подходит немного ближе, и ее красивые волосы падают ему на лоб. Они видят картинку, на которой они вместе лепят снеговиков. Он вспоминает, что это был день, когда он видел ее в последний раз перед тем, как она исчезла. Но он понимает, что у нее может не быть шанса попрощаться. Он признает, что тогда был чувствительным ребенком, но должен признаться, что она ему нравилась. Внезапно Коюки испугалась, услышав это, и чтобы устранить возникшую между ними неловкость, Ю попытался сказать ей, что тогда у него были только чувства. Но прежде чем он смог объяснить, Коюки немедленно покинул его дом. Ю сожалеет, что сказал это, так как она теперь известная знаменитость, и она может подумать, что он к ней подкатывает. С другой стороны, Коюки останавливается на дороге со слезами на глазах. Она так счастлива, что не одинока в своих чувствах. На следующий день их одноклассники поздравляют друг друга с возвращением в школу после летних каникул. Мачи все еще не чувствует себя комфортно из-за того, что теперь он играет в группе, а не в легкоатлетической команде. Микаса уже видит барабанные палочки в его сумках и знает, что Начи втайне хочет играть в музыкальной группе. Гуляя с ними, Ю постоянно думает о Коюки. Он считает, что ему не следовало говорить, что она ему понравилась прошлой ночью. Внезапно многие девушки увидели их вместе и начали сплетничать, что Начи и Микаса теперь пара. Ю подслушивает их разговор и пытается объяснить девочкам, что он не такой, как они думают. Но Микаса ставит его в неловкое положение, говоря девочкам, что он охотится за милашкой Ю. Девочки понимают, что у них любовный треугольник, и хихикают. Юй становится таким раздраженным, и в то же время подбегает Фука и шлепает его. Она рассказала, что ей понравилось в пляжном домике. Они познакомились с людьми из Hedgehog и отыграли свой первый концерт на пляже. Она обожает эти моменты, но Ю напоминает ей, что все воспоминания не из приятных, так как однажды она даже утонула, пытаясь искупаться в море. Фука помнит их спасительный поцелуй, а Микаса смотрит на них так, словно никогда не знал, что это произошло. Но по мнению Фуки, это тоже было хорошее воспоминание. Позже Фука рассказывает им в столовой, что участники группы Hedgehog разрешили им пользоваться своей студией, так что они могут репетировать столько, сколько захотят, когда студия свободна. После того, как они поели, они стали искать свободный столик, и Фука поделилась своим планом. Пока что они будут пользоваться инструментами ежика, а потом купят их. Они видят столик, занятый одной девочкой, и просят разрешения присоединиться к ней за столом. Эта симпатичная девочка повернула к ним голову и вместо того, чтобы отказаться присоединиться к ним, молча вышла из-за стола. Когда она уходит, Фука понимает, какая она красивая и высокая. После школы они приходят в студию ежик и пробуют свои силы в игре на инструментах. Гитарист ежика просит их сыграть музыку, чтобы он мог оценить их потенциал. Каждый из них играет на инструменте так плохо, что ему приходится их останавливать. Слава богу, они ничего не смыслят в бас-гитаре. А Микаса, похоже, совсем забыла об игре на пианино. Внезапно кто-то стучит в дверь, и другие участники группы говорят ей, что больше не могут работать с Сарой. Когда я спрашиваю, он говорит, что Сара его сестра, которую уволили из многих групп за ее необщительность. Несмотря на то, что она выдающаяся гитаристка, люди не любят ее за то, что она такая молчаливая. Они видят в окне ту же самую высокую девушку, которую видели в столовой. Фука открывает дверь, и Фука падает на Сару, споткнувшись о проволоку. В то же время Фука просит Сару стать их гитаристкой. Сара бьет гитарой по лицу Ю, а затем поворачивается к Фуке, чтобы сказать ей, что она принимает ее предложение. Сара думает, что Юи какой-то извращенец, но брат Сары ужасно переживает за него и спрашивает, все ли с ним в порядке. Он со злостью говорит
видит, что с ним совсем не все в порядке. Они берут Сару с собой в репетиционный зал, и он в первый раз берет уроки игры на духовых инструментах. Тем временем Сара сердито смотрит на Ю, и он тоже смотрит на нее в ответ. Ее брат удерживает ее от грубости. В то же время уже слишком поздно, поэтому они решают вернуться домой. Но Фука говорит, что поскольку это их первый совместный тренировочный день, они должны отпраздновать это ужином. Начай чувствует раздражение, когда Фука называет его их лидером. Она приглашает Сару тоже присоединиться к ним, и та соглашается. На ужине Фука предлагает Climb As High стать их первой композицией, но Сара не соглашается, так как Ю еще ничего не знает об игре на духовых инструментах. А в этой песне есть проблемная партия духовых инструментов. Ю злится из-за того, что Сара неоднократно указывала на него и утверждает, что он отказался быть басистом. Микаса подбадривает его и говорит, что он скоро научится, но его гнев растет. Фука встает со своего места, так как ей нужно быстро уходить. Микаса и Начай тоже уходят по срочной причине, в результате чего Сара и Ю остаются за столом одни. Ю спрашивает ее, не нужно ли ей что-нибудь заказать, чтобы покончить с неловкостью между ними. И к его удивлению, она заказала десерт в виде фруктового коктейля. Через некоторое время Ю и Сара достают свои телефоны. Ю читает твит от своего подписчика Адмирала, в котором говорится, что она где-то развлекается. Но он пишет в Твиттере, что застрял со страшной девушкой и боится общаться с ней. Адмирал пишет в Твиттере, что ему следует попытаться поговорить, а Ю извиняется за то, что произошло между ними в студии. Но он замечает, что Сара продолжает пользоваться своим телефоном. Внезапно он видит, что Адмирал публикует в Твиттере ту же фотографию Шейка, что и перед ним. Это значит, что Адмирала в Твиттере зовут Сара. Он говорит Саре, что она разговаривает с ним. Она так радуется, что Ю ее друг в Твиттере, и начинает возбужденно болтать наугад. Она рада, что только что назвала его другом в своем твите. Когда они возвращались домой, Сара призналась, что хотела извиниться за то, что ударила его гитарой по лицу ранее в студии. И она почувствовала себя ужасно, когда ее брат неуместно поговорил с ним. И когда она сказала, что партия духовых инструментов в песне сложная, она искренне думала, что это будет непросто для новичка. Иногда она не может правильно общаться, и люди неправильно понимают, что она говорит. Именно поэтому ее также выгнали из другой группы. Ева улыбается и говорит, что она ему тоже просто нравится. Но теперь он приветствует ее как свою коллегу по группе. Она так много говорит на обратном пути. С другой стороны, Фука заходит в книжный магазин и покупает книгу о музыке. Микаса звонит Микото, чтобы сказать ему, что он будет играть на клавишных в группе, хотя раньше его отец был против этого. А Мачай тоже достает свои барабанные палочки, чтобы подготовиться к репетиции. Yi возвращается домой и начинает играть на духовых инструментах. На следующий день он встает рано, несмотря на то, что прошла неделя. Когда его младшая сестренка узнает, что он играет в музыкальной группе, он возбужденно кричит, чтобы рассказать об этом другим сестрам. По дороге в студию Ю встречает Сару, и они начинают гулять вместе. Его раздражает, что люди смотрят на него так, словно у него за спиной висит музыкальный инструмент. Сара пытается подбодрить его, говоря, что это выглядит круто, но он еще больше раздражается. Фука, Микаса и Начи уже в студии беспокоятся, что все места в студии заняты на весь день, так что у них нет никаких шансов потренироваться здесь. Сара хочет поговорить с кем-нибудь, чтобы получить комнату для тренировок, но Ю останавливает ее. Макото удивляет, что Ю чувствует себя комфортно, разговаривая с ней. Затем Натаи предлагает им пойти с ним к нему домой, если они хотят попрактиковаться. Они были удивлены, увидев в его гараже все музыкальные инструменты, накрытые одеждой. Мачай рассказал, что его брат часто репетировал здесь со своей группой. Он не рассказывал им об этом раньше, потому что не хотел выглядеть таким заинтересованным. Внезапно приходит его бабушка и спрашивает, не хотят ли они чего-нибудь поесть. Мачай отсылает ее прочь, сказав, что с ними все в полном порядке. Тогда им всем говорят, что нужно потренироваться. Фука поет песню, и их тренировка проходит успешно. После того, как песня закончилась, Фука взволнованно поблагодарил Сару за то, что она присоединилась к их группе. Прежде чем Сара успела оценить твою хорошую игру на духовых инструментах, Фука сказал ему об этом. Так что Сара молчит. Она толкает его своей гитарой, и Юта не понимает, почему она это сделала. Фука говорит им приготовиться, так как они будут петь свою первую песню на школьной ярмарке. Ю так приятно быть частью музыкальной группы в первый раз. Коюки записывает свою последнюю песню в студии. В студии звукозаписи полно сотрудников, и они обсуждают, что ее вокал сегодня уже не такой потрясающий, как раньше. После записи Коюки уезжает на своей машине со своим ассистентом, который говорит ей, что запись прошла хорошо, но теперь ей нужно подготовиться к сегодняшнему напряженному графику. Ей нужно дать интервью многим журналам и посетить совещание по планированию концертов. Но она погружена в свои мысли о том дне, когда встретила Ю у себя дома, и он сказал ей, что тогда любил ее, но так и не смог сказать им об этом. Когда она погружается в повседневную суету и не может встретиться с Ю, ей кажется, что кто-то отдаляет ее от него. Это чувство было похожим, когда она рассталась с Ю в детстве. В детстве она однажды высмеяла Ю за то, что он боялся подниматься по высокой лестнице. Внезапно она почувствовала боль в пальце, и как только он увидел, что ее палец кровоточит, он быстро начал спускаться с лестницы. Она сказала ему, что беспокоиться ни о чем, но Ю не послушался и наложил повязку на ее палец, чтобы предотвратить заражение. В отличие от Ю, она любит приключения и уговаривает его пойти с ней в туннель. После неоднократных попыток остановить ее, он следует за ней, когда Ю видит, что она все равно заходит в туннель. После этого вечера приключений они прощаются и решают устроить завтра тайное убежище для них обоих.
Паюки видит, как он входит в свой дом, и его мама раздражается, видя, что он приходит так поздно, и вся его одежда в грязи. В ту ночь Коюки слышит громкие голоса своих родителей из соседней комнаты. Ее мать обвиняет отца в том, что он недостаточно усердно работает, и перекладывает ответственность за их ребенка на нее. В то время как ее отец утверждает, что делает все, что в его силах, этот звук вызывает у нее грусть, и она тихо плачет в постели. На следующий день она молча сидит с Ю в парке. Ю замечает, что она не хочет идти домой, в то время как Коюки боится возвращаться в свой разрушенный дом. Она говорит ему, что хотела бы, чтобы в этом году выпал снег. Ху надеется, что снег выпадет после более холодных зим в этом году, и если это произойдет, он слепит снеговика и иглу. Это сразу же поднимает ей настроение, и она начинает петь. Красивая песня завораживает его, и когда она замолкает, он делает комплимент ее голосу, говоря, что он такой красивый, прямо как у вокалистки группы Hedgehog по имени Тама. Но его любимый Нико. Однажды они планируют создать группу, в которой она будет петь, а ты будешь играть на басу, как Нико. Они будут похожи на Таму и Нико. Они обещают, что однажды осуществят свою мечту. Пару дней спустя Коюки возвращается домой после школы такая взволнованная. У нее был день рождения, и родители обещали сводить ее куда-нибудь. В ту ночь она впервые увидела снег в городе. Но на следующий день, когда Юй окликнул ее по имени, чтобы остановить, она не остановилась и молча прошла мимо тайного места рядом с туннелем. У нее все лицо было в слезах. И она вспоминает, что ее родители сказали ей прошлой ночью. Ее отец и мать решили расстаться, и она останется с мамой в доме своего дедушки в Токио. Мысль о том, что ей придется расстаться с Ю, так опечалила ее. По дороге домой Ю подбегает к ней и хватает за руку, чтобы показать кое-что, что он сделал для нее. Она видит, что он слепил 2 снеговиков, как и обещал. Он выглядит счастливым, когда она улыбается и говорит, что у нее такое красивое счастливое лицо. В этот момент Коюки не смогла сдержать слез и начала громко плакать. Ю не могла понять, что с ней случилось. Затем она уехала из города со своей матерью, не попрощавшись. Она боится, что, увидев его, снова разрыдается. На самом деле она обещает постараться стать сильнее и всегда улыбаться так, как нравится Ю. Сцена меняется, когда она сидит в своей комнате и смотрит свою последнюю песню на DVD. На следующей встрече она хочет сказать ему, что стала сильнее, чем раньше. Так вот, чтобы познакомиться с ней, она берет билет на предстоящий концерт у своего ассистента и хочет вручить его ей лично. Идет дождь, и она останавливается перед домом Ю с зонтиком. После того, как она много раз позвонила в дверь, никто так и не вышел. Оказалось, что дома никого нет. Она пытается смотреть на стену с другой стороны, когда Ю зовет ее по имени. Она приходит в замешательство, потому что ей кажется, что она тайком пробирается в его дом. Вскоре они уже сидят в доме друг напротив друга. Извинившись за то, что не предупредила его перед приходом сюда, она дает ему билет на концерт и настаивает, чтобы он пришел. После этого она наконец набирается смелости сказать ему, что не могла набраться смелости связаться с ним раньше из-за страха, что он может возненавидеть ее. Это удивило тебя, потому что именно так он и думал. Раньше он думал, что она возненавидит его, если он отправит ей электронное письмо или смс-ку, чтобы связаться с ней. Паюки так злится, что сам удивляется, как он может так себя чувствовать. В тот момент, когда Ю обещает, что придет на концерт, ее гнев проходит, и она взволнованно начинает рассказывать ему о своей будущей песне. Когда она опускает руку в сумку, чтобы достать DVD, Ю говорит ей, что они также создали группу с девушкой, которую она видела на пляже. Коюки останавливается, когда слышит, что Ю встречается с этой девушкой. Но Ю не замечает этого и продолжает рассказывать ей, что они весело провели время на концерте на пляже и собираются выступить в школе. Не в силах расслышать подробности, Коюки прерывает ее, вставая и говоря, что ей пора уходить, так как она куда-то опаздывает. Ю идет с ней попрощаться и жалеет, что она не задержалась подольше. Так она познакомилась бы и с его сестрами. Но сейчас он так рад, что они стали друзьями. Коюки нерешительно спрашивает, могут ли они возобновить свое старое обещание выступить однажды на одной сцене. Ю с радостью подтверждает это обещание, и Коюки уезжает домой. Возвращаясь домой, Коюки так удивляется самой себе, что задается вопросом, зачем она все это делает. Внезапно автобус забрызгивает грязью ее одежду. Девочка побежала за автобусом, чтобы сделать выговор водителю за неосторожное вождение. Коюки видит, что это девочка Фука. Фука так счастлива видеть перед собой знаменитую певицу Коюки. Так как Фука живет над баней, она забирает ее домой и дает ей чистое белье, чтобы она могла переодеться в грязную одежду и помыться. Коюки до сих пор не понимает, почему она приехала сюда вместо того, чтобы взять такси и вернуться домой. Фука не дал ей возможности что-либо сказать и схватил ее за руку, чтобы отвезти домой. Она бежала так быстро, что добежала до дома, и теперь Коюки моется в этой бане. Когда она заходит в горячую ванну, к ней подбегает Фука с видом знатока и говорит, что ей не следует пользоваться полотенцем. Она помогает ей сначала вымыть тело, а потом и сама моется. Ей нравятся длинные волосы Коюки, а Коюки ценит ее чистую кожу. После этого они сидели в бассейне, и Коюки поблагодарила ее за то, что она спасла их от неприятностей. Но Фука взволнованно говорит, что всегда хотела поговорить с ней, так что было бы приятно, если бы она что-нибудь для нее сделала. Она также хочет, чтобы она подписала диск. Паюки соглашается, и Фука начинает говорить ей, что все ее песни потрясающие, и она также хочет написать музыку для их выступления в школе. Она добьется больших успехов, если будет знать, как написать песню, которая затрагивает сердца. Фука чувствует, что ее песни не только грустные, но и показывают, что несмотря на эту чистую печаль, она не перестает заботиться о человеке,
человеке, которого любит. Коюки признается, что это происходит автоматически, так как она всегда пишет песни, помня о человеке, которого любила с детства. Это односторонняя любовь, но она хотела бы однажды сказать ему об этом. Она хочет знать, любит ли Фука кого-нибудь. Фука говорит ей, что она никогда не была влюблена. Коюки вздыхает с облегчением, узнав, что вы с Фукой не влюблены друг в друга, и сегодня ее сомнения рассеялись. Но Фука хочет знать, как быть влюбленной и испытывать эти милые чувства. Коюки благодарит Фуку и направляется к дому. Они занимаются музыкой в гараже. После этого все устают, но Ю все равно просит их потренироваться еще раз. Позже, на обратном пути домой, Фука рассказала, что встретила Коюки на дороге, и они вместе приняли ванну. Она ценит Коюки еще больше, потому что она действительно прекрасный человек. Внезапно Ю пытается сказать Коюки, что она тоже пришла навестить его, но прежде чем он успевает ей ответить, она переходит дорогу и идет вперед. Глаза Юя открылись на следующий день, когда в комнату вошла его сестра, пытаясь показать ему что-то в Твиттере. Фотография, на которой они обещали выступить вместе на сцене, стала вирусной, так как кто-то тайно сфотографировал их, когда Коюки навестил его. Ее сестры так злы на него за то, что он не проявил сдержанности при встрече со знаменитостью, потому что теперь это запятнает ее репутацию. Хью так растерян и нервничает из-за новой проблемы. Когда он в тот день открыл дверь своего класса, весь класс столпился вокруг него, чтобы расспросить о его отношениях с Коюки. Но он смотрит только на Фуку, которая убегает из класса. В это же время входит учитель и начинается урок. С другой стороны, представитель агентства Коюки сделал ей выговор за то, что она неосторожно вышла на улицу. Она ругает ее, говоря, что это противоречит политике агентства, и она должна действовать в соответствии с тем, что они говорят, поскольку многие жизни связаны с тем, что она делает в своей жизни. Она советует Коюки вести себя ответственно и отрицать в социальных сетях, что на фотографии изображен кто-то другой. Она уверяет меня, что даже в этом случае она вольна быть с кем захочет, но ей следует быть осторожной. С другой стороны, Ю приходит туда, где он может найти Фуку, и она уже там слушает музыку Коюки в наушниках. Она помнит, как Коюки рассказывала, что всегда пишет песни, помня о человеке, которого любит. Юй поднимается по лестнице, несмотря на то, что боится высоты. Он начинает говорить, чтобы прояснить свою позицию, говоря, что тот, кто разместил фотографию, разместил ее в интернете, используя подтвержденный аккаунт в Твиттере. Фука продолжает смотреть на нее некоторое время без каких-либо эмоций на лице. Ее не интересуют никакие подробности. Ю приободрилась, так как она не против увидеть его и Коюки вместе. Она говорит ему, что ей нечего сказать. Но Ю все равно извиняется, говоря, что никогда не рассказывал ей о встрече с Коюки. Фука наконец раскрывает свой гнев из-за того, что он мог рассказать ей о своей встрече, как она это сделала, когда они с Коюки вместе купались. Она кричит на него, когда он пытается сказать, что она пришла только для того, чтобы отдать ей билеты на концерт. Но затем Фука принимает его извинения с добрым сердцем. Потому что там нет, завтра будет важный день, и у них нет времени портить себе настроение до этого. Она спрашивает его о том, как сейчас поживает Коюки, потому что такие фотографии могут разрушить ее репутацию знаменитости. Юй понятия не имела об этом, а Фука говорит ему, что она торопится и быстро направляется в класс. С другой стороны, Коюки читает извиняющийся твит Ю, в котором он говорит ее фанатам, что они просто друзья, и извиняется, если он задел чувства фанатов Коюки. После этого Коюки посещает шоу, где она объявляет о своей новой песне «Снежинки». Она говорит, что эта песня очень близка ее сердцу, так как у нее есть личный опыт, связанный с ней. Перед всей прессой она рассказывает, что все тексты ее песен написаны о неразделенной любви к другу детства. Она любит его, но эта любовь односторонняя. Недавно она познакомилась с ним через Твиттер и начала встречаться. Представитель агентства выглядит обеспокоенный, поскольку публично объявлять о своих отношениях неуместно. С другой стороны, Микаса останавливает Ю в школьном коридоре и показывает ему видео Коюки. Далее в видео она рассказывает, что они не состоят в отношениях и не встречаются, так как ее любовь односторонняя. И она вложила все свои чувства к нему в новую песню «Снежный фейерверк». Ю и его группа собираются в гараже. Они все нервничают из-за своего выступления, но Ю не перестает участвовать в выступлениях Коюки в СМИ. Макото и Сара пытаются подбодрить его, говоря, что после всего этого на их концерте будет больше людей, и ему не нужно беспокоиться о случайных прохожих. Фука убеждает его, что если Коюки раскроет свои чувства к нему, то в этом не будет ничего плохого. Поэтому они все решают забыть о том, что произошло, и сосредоточиться на своем выступлении. Макото так нервничает, потому что он никогда не думал, что станет частью музыкальной группы, а теперь он лидер группы. Он катается по полу повсюду, думая, что может быть ему удастся уйти до начала концерта, но он не может. С другой стороны, Сара печально сидит у входа в студию, когда приходит ее брат. Она хочет сделать что-нибудь для группы. Это первая группа, которая говорит ей, что она принадлежит к ним. Она не знает, что произойдет завтра, но она хочет спасти их от унижения. Ее брат делится своим опытом. Люди бросали в них бутылки во время их первого выступления, но он спас свою группу, сыграв на гитаре. Сара начинает практиковаться, так как она знает, как обращаться к аудитории. В то же самое время Ю сидит дома и до сих пор не может понять, почему Коюки поделилась всеми подробностями перед прессой, когда она бы поставила свою карьеру на паузу. Он помнит о своем обещании выступить с ним на сцене вместе. Внезапно в комнату вошла его сестра Майер и сказала ему,
ему, что она будет присутствовать на концерте вместе с другими сестрами. И он должен знать, что они его фанаты, несмотря ни на что, и они останутся с ним до конца концерта, несмотря ни на что. Он получил сообщение от Йихаги, что он тоже придет на концерт со своим другом. Ю считает, что он не должен позволять себе так сильно погружаться в бесполезные мысли о том, что произошло сегодня в Твиттере. Вместо этого он должен проявить себя наилучшим образом с теми, кто всегда поддерживал его. Поэтому он берет мобильный телефон и говорит Йихаги, что сделает все, что в его силах. Наконец-то настал день концерта, и в зале больше народу, чем когда-либо. Фука помнит, как Коюки сказала ей, что все ее песни посвящены любви ее детства, и она уже пообещала Коюки, что будет болеть за ее страсть. Стоя на крыше здания, она слушает песню, когда Ю находит ее там. В это же время Коюки меняет внешность и тайно проникает в школу, чтобы послушать сегодняшний концерт Ю. Она удивлена, что ходят слухи о том, что она придет посмотреть выступление Ю. Внезапно многие парни начали кричать, предполагая, что Коюки была в зале. Теперь Коюки думает, что возможно это была плохая идея прийти туда. Она слышит, как некоторые люди говорят, что Юй дурак и что он не выражает своей любви к ней в ответ. Вся толпа требует от него извинений. В то же время его сестра очень злится на бесчувственную толпу. Находясь за кулисами, Начай пытается поднять дух Ю, говоря, что он знал, что это произойдет. Теперь он хочет узнать причину, по которой ему грустно. Басист должно быть в полной форме. Ю извиняется за то, что так получилось, но он в восторге от выступления. Он чувствует себя счастливым, находясь на сцене, и не боится того, что произойдет сегодня. И все это благодаря им, потому что все его друзья помогают ему чувствовать себя прекрасно. А потом, в конце концов, они решают выступить всей командой и просят тебя поддержать его. После того, как они возьмутся за руки, они поднимаются на сцену и хватают инструменты. Толпа в гневе закричала, требуя, чтобы вышел басист. В то же время Коюки так страшно видеть разъяренную толпу. Но, направляясь к сцене, Ю чувствует себя сильнее, чем когда-либо, потому что он находится рядом с этими замечательными людьми, которые являются его друзьями. Он чувствует, что может завоевать мир, если будет с ними. Толпа требует от него извинений, но говорят, что все они будут петь, несмотря ни на что. Как только Фука говорит ему приготовиться петь, кто-то из толпы бросает бутылку в Ю, ранив его в лоб. Это также повреждает музыкальный инструмент, который он держит в руке. Внезапно какой-то человек собирается швырнуть в Ю еще одну бутылку, когда приходит его сестра, чтобы остановить гнев этого парня. Теперь толпа знает, что семья Ю тоже здесь, поэтому они решают выплеснуть свой гнев на них. Какой-то парень хватает свою сестру за кулак и начинает унижать ее. Коюки не могла этого вынести. Она сняла платье и закричала, что это ее нужно наказать. Хью так удивился, увидев ее, что толпа зажала ее между ними. Он не смог удержаться и уже собирался спасти ее, но Макото остановил его, так как прямо сейчас он ничего не мог сделать. Концерт транслируется в прямом эфире, и люди наслаждаются хаосом. Владельцы ее агентства видят, что происходит на концерте по телевизору, и немедленно решают принять меры. Внезапно свет выключается, а затем на сцене включаются прожекторы. Начинается музыка, и Фука начинает петь в идеальном ритме своим завораживающим голосом. В этот момент все замолкают, как будто никогда не ожидали, что у них получится так хорошо. Брат Сары гордится своей сестрой, в то время как Йихаги сидит за кулисами и слушает их. Как эксперт он знает, что иногда они сбиваются с ритма. Песня Fly in the Sky поднимает настроение аудитории так высоко, что как только песня заканчивается, они начинают громко кричать. Все хлопают в ладоши, потому что песня замечательная. В конце песни Фука протягивает руку и просит Коюки выйти на сцену и спеть вместе с ней. Они решили спеть старую песню музыкальной группы Ёжик. Когда они поют вместе, между ними возникает естественная химия, и это просто фантастика. Ты видишь, как два его любимых человека поют на сцене вместе. Он помнит, как в детстве Коюки пела эту песню в парке. В конце песни зрители приветствуют их громкими криками. Фука поблагодарила ее, так как ей очень понравилось петь с Коюки. Но Коюки уверяет, что Фука тоже фантастическая певица. Затем она повернулась к зрителям и извинилась, если ее предыдущее заявление задело их чувства. Но она хочет сказать им, что ее чувства никак не связаны с басистом Ю и его семьей, так что они могут винить ее, если она причинит им боль. Девочка из зала кричит, что она всего лишь выразила свои чувства к тому, кого любит, и не должна никого беспокоить. И она не должна извиняться. Бен, все зрители уверяют ее, что они болеют за нее. Фука берет микрофон и начинает следующую песню. После концерта все они празднуют свой успех в кафе. К их изумлению, Юй так хорошо сыграл. Внезапно Юй спрашивает Фуку о мужчине, с которым она познакомилась после концерта. Она рассказала, что этот мужчина хотел узнать название группы, но они еще не определились с названием. Ю предложил название, но Микаса начала жонглировать словами и придумала «Осенняя луна». Фука сначала не соглашалась, но потом успокоилась. Макото проверил свой телефон и обнаружил, что их концерт набрал много просмотров. Они беспокоятся о Коюке, так как какой-то парень из ее агентства забрал ее после концерта. В конце концов, она не так доступна в своих решениях, как они. С другой стороны, Коюке пришлось посетить офис агентства, где представитель сказал ей, что президент агентства был в ярости, но ей удалось его успокоить. Сейчас она должна действовать осторожно, так как они не могут позволить себе подвергать ее опасности. И что еще более важно, она бы не прикасалась к парню Ю в течение некоторого времени. Это положит конец слухам.
Коюки чувствует себя порабощенной, но она ничего не может поделать. В ту ночь она не ответила на звонок Ю. На следующий день Начай спрашивает, получала ли она звонок от Ю, но, к сожалению, она не поддерживает связь ни с ним, ни с кем-либо еще, что вызывает беспокойство. Внезапно Сара читает новость о том, что после ее вчерашнего выступления ее телешоу и мероприятия были отменены по неизвестной причине. Им так грустно за нее. С другой стороны, Коюки видит, что в ее календаре осталось только одно мероприятие – рождественский концерт. В это же время ей звонит Ю, но она не отвечает на его звонок. Через некоторое время она отправляется на репетицию концерта и решает сделать это событие незабываемым для людей, которым нравится ее пение. Коюки готовится петь в студии со всей своей страстью, так как она хочет петь для людей, которым нравится ее пение, но она не смогла спеть в микрофон. Она пробует еще раз, но у нее не получается петь. Ее команда отвозит ее в больницу, и врач говорит ей, что она испытывает сильный стресс, поэтому ей нужно немного отдохнуть. Кроме того, их президент хочет, чтобы она взяла отпуск на некоторое время. Когда Коюки выходит из больницы, она проверяет свой телефон, на который поступило много пропущенных звонков от тебя. Он беспокоится о ней. Несколько случайных девушек, проходящих мимо, говорят о ее предстоящем рождественском концерте и очень взволнованы. Но они не знали, что она не сможет петь еще довольно долго. Дверь ее машины открывается, и ассистентка садится рядом с ней, чтобы отвезти домой. Юй снова звонит ей, но она не отвечает. С другой стороны, Юй не может понять, почему Коюки не отвечает на звонки. Пока его младшая сестра не сообщает ему, что теперь по всему интернету ходят слухи об отмене концертов Коюки. Они объявили, что ей не здоровится и что они все перенесут на другое время. Он помнит, что Коюки была в восторге от рождественского концерта и пришла отдать ему билет. С другой стороны, Коюки едет домой на метро, но останавливается у пляжа. Прогуливаясь там, она наконец получает звонок от Ю. Он хочет знать, где она и как ее здоровье. Но, заметив тон ее голоса, он понимает, что что-то не так. Он вешает трубку и бежит к железнодорожной станции. Он едва успевает на поезд. Но на этот раз он не хочет оставлять Коюки одну, как это было в детстве. Теперь он может что-то сделать для нее, наконец-то найдя то место, где он ожидал ее увидеть. Идет снег, и он находит ее стоящей в одиночестве на пляже. Она говорит, что сейчас не сможет петь. Хотя она надеется, что с ней все будет в порядке. Коюки извиняется перед ним за то, что любила его. Не в силах контролировать переполняющие ее эмоции. Она начинает плакать, но затем Ю крепко обнимает ее. Через несколько дней Коюки встречает Ю на вокзале, и они начинают исследовать город, куда она приезжала раньше на съемки. Он называется Крошечный Токио, и у них здесь назначено свидание. Но это было совсем не то, что Ю ожидал увидеть в качестве места их свидания. Юки понимает, что люди предпочитают ходить в кино и музеи. Но это место ей нравится больше. Она надеялась, что Ю не заскучает здесь, но внезапно она подтолкнула Ю к себе, так как хотела ему что-то показать. Они добрались до большого колокола в знаменитом городе, который действительно знаменит. Этот колокол звонит всего 4 раза в день, и любая пара, которая слушает его вместе, всегда остается на связи. Это тебя удивляет, ведь он еще не рассматривал их отношения с этой точки зрения. Но Коюки подбадривает его, говоря, что она шутит. Они слышат звон колокольчика, и Коюки хватает его за руку. Они гуляют по городу, и она рассказывает, что ее голос стал намного лучше. Но она признается, что этот небольшой перерыв помог ей понять, что она любит свою работу. Ху улыбается, потому что он понятия не имеет, каково это любить свою работу. Но по мнению Коюки, если они займутся своей группой профессионально, это станет и его работой тоже. Просто пока не стоит возлагать на их группу таких больших надежд. Но Коюки напоминает ему, что он должен продолжать работать, так как ему еще предстоит выполнить свое детское обещание выступать с ней на сцене. Они доходят до ресторана, в котором Коюки уже побывала, так как ее пригласили оставить отзыв. Еда была превосходной, и Ю увидел ее автограф, висящий на стене. Он не сводит с нее глаз, потому что все еще не может поверить, что его друг детства стал знаменитостью. Но Коюки любит те невинные моменты больше, чем эти дни. Она говорит, что в последние несколько дней вела себя безрассудно, думая только о себе. Вот почему она все испортила для Ю и ее менеджера. Но любовь ее поклонников вдохновила ее, и теперь она хочет петь вечно. И все это произошло потому, что Ю помог ей сейчас с ней. Она хотела бы, чтобы он всегда был рядом с ней. Они прощаются на вокзале, а Коюки закрывает лицо маской, чтобы скрыть свою личность. Ю поначалу волновалась, но Коюки заверил ее, что она будет в безопасности. После этого Ю сразу же садится на поезд, чтобы успеть на запланированную репетицию. Он знает, что опаздывает, но не может сказать об этом Фуке, потому что у нее нет мобильного телефона. Он знает, что все будут его ждать. Он добегает туда и бросается за музыкальным инструментом. Но Начи так зол на него за то, что он заставил их так долго ждать. Сара поделилась, что беспокоилась, все ли с тобой в порядке. Но когда Начи не перестает злиться на него, она бьет его пяткой по ногам, и он начинает кричать. Ю извиняется перед всеми и спрашивает, почему Фуку такой спокойный. Она просит всех уже начинать, так как они опаздывают.
После репетиции они рассказывают ему о музыкальном клубе друга Начии, где его друг хочет, чтобы они выступили с другими группами. Они приняли предложение, и Начии был слишком взволнован, когда Фука предложил им записать свою оригинальную песню. Но они сомневаются в этом, когда Фука говорит, что она напишет музыку. Они хотят послушать, что она может написать, но она обещает закончить текст вовремя. Наташа просит ее написать что-нибудь экстраординарное. Они все начинают обдумывать, какой должна быть их первая песня. После довольно продолжительного обсуждения Ю получает звонок от Коюки. Он взволнованно сказал ей, что они работают над первой песней своей группы, и Фука напишет ее. Но, к сожалению, она не придумала никаких текстов, кроме как напевать в такт музыке. Коюки хочет рассказать о прошедшем дне, но понимает, что сейчас неподходящее время, так как Ю посещает собрание группы. Но она благодарит его за то, что он был рядом, когда она в нем нуждалась, потому что благодаря ему она чувствует себя лучше. В это же время Фука выходит из ресторана и видит, что Ю разговаривает по телефону. В это же время Ю вешает трубку. После этого Фука пытается написать текст песни, но ей приходит в голову только мелодия. Она устает и начинает думать, что Ю на свидании с Коюки, а позже еще и разговаривает с ним по телефону. Чтобы перестать думать об этом, она меняет место и выходит на улицу. Но эти мысли не покидают ее. Она помнит о своем обещании Коюки, что поможет ей воссоединиться с любовью всей ее жизни. Фука изо всех сил старается помочь Коюки. С другой стороны, Ю все время практикуется в игре на басу в своей комнате. Внезапно он находит брелок для телефона, который ему подарила Фука. Он почти забыл о них, но теперь ему хочется, чтобы Фука написал отличную песню для группы. Фука пытается стереть все свои мысли и заходит в гараж Натчеза, чтобы показать, что она сохранила на своем устройстве. Но до сих пор там не было ничего, кроме настройки. Они жалуются, что нет текстов песен, но Фука уверяет их, что она напишет их со временем. Микаса и Сара сразу же начинают работать над мелодией и аккордами. Через несколько дней они заканчивают сочинять музыку, но работа над текстом еще не завершена. Сара не хочет торопить ее, но напоминает, что времени осталось совсем немного. Но Юй успокаивает ее, говоря, что ей следует сосредоточиться на том, чтобы писать о том, что она любит. Фука чувствует себя немного обремененной их ожиданиями. На обратном пути домой Сара делится мыслями своего брата о том, что ей понравилась музыка их песни. Похвала от старшего артиста делает Фуку такой счастливой. Хотя она и ценит тебя за то, что ты так сильно совершенствуешься как басист, очевидно, что он усердно работает и так много практикуется. Ты просто хочешь быть таким же хорошим, как остальные участники его группы. Фука сначала шутит, что он говорит как ответственный взрослый, но потом останавливается и обещает написать текст вовремя. Но ее друзья знают, что она скоро придумает отличные тексты. Но Микасё кажется, что она ведет себя не так, как обычно. В тот вечер она допоздна пыталась писать тексты песен. С другой стороны, Ю получает звонок от Коюки и сообщает, что они работают над новой песней, но Фука еще не закончила писать текст. Коюки ненадолго останавливается, чтобы кое о чем подумать. Затем она спрашивает тебя, не хочет ли она с ним встретиться. Зная, что завтра вечером у него тренировка, она заверяет его, что это не займет много времени, и вешает трубку. С другой стороны, Фука помнит, что Коюки пишет песни, помня о своих мыслях о любви. Она пишет только то, что хочет ему сказать. Внезапно кто-то выходит ей навстречу. Это Макото, который пришел сюда, чтобы встретиться с ней с другим мужчиной. Он услышал ее песню в клипе, который стал вирусным после их первого выступления. Как музыкальный продюсер, он хочет нанять ее, потому что считает, что ее голос лучше, чем у Коюки. Именно это он почувствовал, когда они вместе выступали на сцене. Но он хочет, чтобы она была только с ним одним. Он пришел сюда не для того, чтобы нанять ее группу, так как он внушает ей, что она создана для того, чтобы стать знаменитостью. Но Фука сразу же говорит ему, что она не оставит участников своей группы. Именно это Макото-сан уже говорила ему раньше. Но музыкальный продюсер просит ее дать ему второй шанс. Фука уходит из ресторана, сказав ему, что не будет с ним связываться. По дороге в гараж она видит, как Коюки и Ю фотографируются вместе. Она тут же прячется за кустом и не понимает, почему у нее так сильно бьется сердце, когда она видит их вместе. Фука слышит, как они собираются куда-то пойти. Ей это не нравится, и она бежит в гараж на сегодняшнюю тренировку. Микаса замечает ее обеспокоенное выражение лица и спрашивает, но она улыбается, как ни в чем не бывало. В это время в комнату вбегает Ю. Начай хватает его, догадываясь, что Ю снова на свидании, и начинает слегка душить. Фука продолжает печально смотреть на него. Прежде чем они смогут начать репетицию, Начай хочет знать, продвинулся ли Фука в написании текста песни. Но она смущенно кивает, что ей еще предстоит это сделать. Микаса знает, что Фуку что-то беспокоит, и он защищает ее, говоря Начии, что ему вообще не следует спрашивать ее о текстах песен. Таким образом, он непреднамеренно оказывает на нее давление, что ужасно сказывается на ее творчестве. Начи улыбается, потому что он просто спрашивает об этом по привычке и хочет, чтобы все было продумано заранее. Кроме того, это его способ проявить заботу, но Сара говорит ему, что у него это не очень хорошо получается. Что бы Начи ни говорил, это выглядит так, будто он бросает камни в другого человека. Гё оставляет их спорить друг с другом и спрашивает, не беспокоит ли что-нибудь Фуку. Он подходит к ней и спрашивает, не может ли он чем-нибудь помочь. Хотя он и признает, что у него нет опыта написания песен как друг, он может сделать все, что она захочет. Фука, которая уже раздражена и находится под давлением после этих ссор и наблюдения за тобой с Коюки, не смогла сдержаться и начала кричать на Ю, чтобы она оставила ее в покое. Ю удивляет, что с ней случилось.
С другой стороны, сестры Ю смотрят, как Коюки поет песню по телевизору, рассказывая о том, что Ю и Коюки были бойфрендами и подружками соответственно. Они никогда не думали, что их младший брат станет бойфрендом знаменитости. Они знают, что их детская дружба крепнет. Вдобавок ко всему, сильная любовь Коюки привлекла тебя к ней. Но они так гордятся тем, что их младший брат наслаждается пиком своей юности, как и должно быть, потому что влюблен в красивую девушку и играет в музыкальной группе. За все это время Ю так сильно изменился. В то же время Ю сидит в своей комнате и практикует основы, осознавая, что реакция Фуки на его предложение помочь была такой неожиданной. Подумав об этом, он берет свой телефон, чтобы спросить, почему она так нервничает. Он звонит ей на городской телефон, так как у нее нет мобильного телефона. Он нервно расспрашивает ее о сегодняшнем дне, говоря, что не хотел причинить ей боль. Но он думает, что спрашивать о текстах песен было слишком бестактно. Он хочет извиниться, если это причиняет ей боль. Фука бросается на кровать, потому что она тоже не знает, что у нее на сердце и почему она вела себя грубо. Но Юй говорит ей оставаться расслабленной и работать в своем собственном темпе. Он понимает, что ничего не говорит, а только повторяет свои слова и тратит время Фуки впустую. Но Фука уверяет его, что извиняться не нужно, так как его слова не причиняют ей боли. Фука смотрит на телефонный талисман, который они выиграли вместе, и вешает трубку. После звонка она думает, что ей еще больнее, когда Ю так добр и заботлив к ней. На следующий день Фука решила остаться в группе, поэтому она выбросила визитную карточку этой музыкальной компании. В то же самое время, когда Ю собирается уходить в школу, ему звонит Коюки и сообщает, что у нее идет запись песни. Но в перерывах между занятиями она планирует навестить их и послушать их новую песню. Но Ю говорит, что текст их песни еще не готов. Это невероятно для Коюки, ведь это отнимает у нее так много времени. Ю внезапно вспоминает, что Коюки написала текст для своей песни, так что она может немного помочь Фуке. Но Коюки говорит, что у нее другой стиль написания песен. Стратегия написания Фуки была бы иной, поэтому она не думает, что сможет помочь. Тебя раздражает, что он понятия не имеет о написании текстов, так что он тоже не может ей помочь. Коюки признается, что она пишет тексты своих песен, помня о человеке, которого любит. Но Фука сказала ей, что в ее жизни никого не было. Это поразило тебя, и он понял, что она пыталась сказать. Повесив трубку, Коюки чувствует себя беспомощной перед силой своей любви к тебе. С другой стороны, Фука думает о том, что сказала ей Коюки. Речь идет о том, как она пишет тексты песен, не забывая о человеке, которого любит. Теперь она понимает, что делает с человеком односторонняя любовь. Эти чувства настолько переполняют ее, что она жалеет, что когда-либо их испытывала. После ванны она собирается с силами и снова пытается написать текст песни. На следующий день она стоит на своем любимом месте в школе и признается, что чувство любви теперь ей очень знакомо, и она знает, что очень сильно любит Ю. Из ее глаз текут слезы, и в то же время она слышит, как Ю зовет ее. Ю спускается вниз и отдает ему свои наушники. Она просит ее послушать текст песни. Ю так взволнована, что наконец-то записала его. Она надевает ему на ухо наушники. Ю чувствует себя таким счастливым, услышав их, потому что ему нравятся тексты песен. В то же время туда приходят остальные участники группы. Начай так взволнован, что текст песни наконец-то готов, и он бросается вперед, чтобы взять наушники у Ю. Но Сара ставит ногу ему на ногу, чтобы остановить и заставить его посмотреть, что Ю сейчас слушает, так что ему следует дождаться своей очереди. Ю взволнованно просит ее начать практиковаться прямо сейчас, но только Фука знает, что его улыбка убивает ее. Позже, слушая запись песни, Фука обещает, что это выступление запомнится ей надолго. Сестры Ю сказали ему, что придут в день его выступления. Но Ю не хочет, чтобы они уделяли ему время. Они спрашивают его, будет ли там Коюки. Ю понятия не имеет, но его сестры знают, что Коюки будет там. Бабушка Наче останавливает его перед уходом на представление и желает удачи. Микаса идет домой, чтобы встретиться со своим отцом, в то время как его сестра выглядит такой счастливой, когда видит его. Ее отец – богатый человек, который хочет, чтобы он перестал посещать музыкальные концерты и начал заниматься чем-то другим в своей жизни. Он его не приглашает. Вместо этого его отец предупреждает его, что отречется от него, если он не оставит музыку. И ему разрешается входить в дом только в том случае, если он сразу же прекращает играть музыку. Микаса знал, что столкнется с таким холодным отношением. Как и много лет назад, он в очередной раз повторил, что будет делать то, что ему нравится, и уйдет из дома. Его сестра продолжает останавливать его, но он больше не остается. Сара прощается с его братом, и когда она уходит, он чувствует себя таким счастливым, видя, что она так хорошо приспособилась к этой группе. Теперь она здесь как дома. Но что бы это ни было, он так рад за нее. Когда она уходит, в студию входит Ихаги и говорит, что кто-то пришел его встретить. Он видит, что вернулись Тама и Нико из группы Hedgehog. Он хочет знать, куда они делись и почему так долго отсутствовали. Тама приносит свои извинения за то, что некоторое время не общались с ним. Фука торопливо идет по дороге, чтобы вовремя добраться до места выступления. Но когда она переходит на другую сторону, то замечает, что телефонный амулет, который она выиграла у Ю, упал. Сигнал одновременно становится красным, но ей все равно, и она бежит за ним. Внезапно к ней приближается быстрый грузовик. В это же время все прибывают на место и удивляются, почему Фука так опаздывает. К счастью, грузовик остановился на некотором расстоянии от нее, но во время этой попытки телефон
телефон сломался прямо на дороге. Водитель грузовика отругал ее за неосторожную попытку перейти дорогу, но затем она встала и поспешно направилась в студию. Она вошла в студию бегом и приготовилась к фантастическому выступлению, которое останется в сердцах зрителей на долгие годы. Первые они начинают исполнять песню «Climax», в то время как Тама и Нико из Hedgehog смотрят исполнение своего оригинального трека. Они познакомились с учителем, который был частью их группы. Она чувствует себя такой счастливой, увидев всю группу после стольких лет. Они признают, что пение Фуки просто невероятно. Нико видит бас-гитару в руках Ю и спрашивает Йохаги, почему он одолжил ее ему. Он сказал, что бас-гитара покрылась пылью после того, как он покинул это место, поэтому он решил отдать ее этому новому парню. Песня заканчивается, и они начинают играть оригинальный трек своей недавно созданной группы Fallen Moon. Песня начинается с того, что текст полностью посвящен безответной любви Фуки. Кьюки слышит эту песню в зале. Вся толпа кричала, потому что ему очень понравилась эта песня. Шоу имело огромный успех, именно поэтому они получили еще одно предложение выступить в конце. Сара чувствует себя такой взволнованной, зная, что ее брат будет в восторге, узнав об этом. Юй хочет начать практиковаться прямо сейчас. Но Фука не делает никаких замечаний и продолжает сидеть, опустив голову. Начи просит ее собраться, так как она герой их группы. Но Фука хочет поговорить с ними. Она говорит, что решила выступать сольно, что очевидно означает, что она покидает группу и присоединится к музыкальной компании. Начай злит то, что они только что закончили свое второе шоу, а она уже уходит. Но Фука остается тверда в своем решении и говорит, что это ее мечта, поэтому она поступит так, как говорит. Сара хочет знать, не доверяет ли она группе в своем успехе, и Фука говорит ей, что она права. Микаса просто хочет убедиться, что она уже приняла решение. Фука кивает головой в знак подтверждения. Сара считает, что без нее они ни за что не смогут продолжать этот запрет. Это злит Начи, но они не могут помешать Фуке осуществить ее мечты. Саре пришлось смириться с решением Фуки, и Микаса тоже согласилась. Начи спрашивает Ю, что он думает по этому поводу. Но прежде чем он успевает что-либо сказать, Фука говорит ему, что теперь она не остановится. Юй говорит с крайним разочарованием, что он ничего не может сделать, если это то, что решила Фука. После этого он возвращается домой и продолжает с грустью думать о Фуке. С другой стороны, Фука читает контракт компании, приглашая представителя компании домой. Он просит ее подписать бумаги, предварительно получив разрешение от родителей. Но он также удивлен тем, что она передумала и решила присоединиться к компании, несмотря на запрет. Наблюдая за разочарованием Фуки, он понимает, что она не хочет обсуждать что-то связанное с первой любовью. Но Фука говорит ему, что она сделала правильный выбор в отношении себя и что скоро отправит подписанные документы. С другой стороны, Коюки звонит тебе. Он сидел разочарованный на том месте, где обычно находил Фуку. Коюки уехал из города на съемки песни, а между этим городом и Токио разница во времени. Так вот, Коюки рассказала, что у нее довольно долго была смена часовых поясов. Когда она рассказала мне о записи своей песни, ты не мог много говорить. Она заметила, что прямо сейчас тебя что-то беспокоит. Но он лжет, говоря, что все в порядке. Коюки хочет поскорее вернуться домой и думает, что они встретятся, как только она вернется. Скоро они встретятся в здании школы. Начай все еще дуется из-за того, что случилось с их группой, и не видит смысла встречаться снова. Он хочет знать, добавят ли они в группу нового вокалиста. Но Сара отказывается от этой идеи, так как они не могут уступить место Фуки кому-либо другому. Начи предлагает им публично объявить о распаде группы. Сара останавливает его, чтобы он не высказывался так опрометчиво, но Начи признается, что это причинило ему сильную боль, потому что сначала он пригласил Фуку присоединиться к треку, но в итоге сам присоединился к нему. Он был счастлив, так как нашел удобный способ отвлечься от всего, пока это не случилось, потому что он не получал хороших оценок. Теперь он должен вернуться, так как открываются спортивные стипендии, и его тренер заверил его, что он порекомендует свое имя кому-нибудь, потому что считает, что у него большой потенциал. Чувства Микасы ничем не отличаются от его собственных. Во время разговора Юй хранит молчание, что злит Начи, и он хватает его за воротник, потому что он знает, что Фука никогда бы не ушла, если бы он остановил ее. Они успокаивают Начи, но Ю по-настоящему расстроен. С другой стороны, Фука записывает свою первую песню в музыкальной компании. Менеджер оценил ее за отличное исполнение после того, как она закончила песню. В то же время брат Сары спрашивает ее, не хочет ли она присоединиться к другой группе, которая ищет гитары. Он чувствует себя ответственным, потому что именно он познакомил Фуку с музыкальной компанией, но Сара говорит, что это не его вина, потому что Фука свободна принимать свои собственные решения. Она говорит своему брату, что хочет присоединиться к другой группе и попробовать свои силы. Микаса возвращается домой, и его сестра удивлена его неожиданным возвращением. Она хочет знать, решил ли он оставить музыку. Только тогда его отец позволит ему остаться в этом доме, а это значит, что ее брат смирился со своим поражением. Микаса заверил ее, что он не отказывается от своей страсти, но он решил перестать убегать от ситуаций и попытаться поговорить о них. В тот вечер Ю молча сидел в своей комнате, когда Кьюки удивил его, неожиданно придя к нему домой. Она принесла ему много подарков и рада видеть его после стольких лет разлуки. Это была их первая встреча по поводу концерта, и она сказала, что ей очень понравилось. Услышав это, Ю становится так грустно. Кьюки хочет знать, не беспокоит ли его что-нибудь. В то время как младшая сестра Ю хочет подать еду в их комнату, старшие сестры не дают ей мешать им. В то же время Ю рассказывает всем о том, что случилось с их группой,
и они понимают, что без Фуки у них нет группы. У них была миссия сделать эту группу легендарной, но сейчас они все теряют уверенность в себе. Коюки предполагает, что теперь он тоже может заняться музыкой. Даже если группа распалась, он может выступать с ней. Она спрашивает, помнит ли он свой выпускной бал с ней, и что однажды они вместе выступят на сцене. Это отличная новость для тебя, но он говорит ей, что сейчас, вероятно, не лучшее время, так как он еще не готов. Хиюки уверяет его, что ему не нужно беспокоиться по этому поводу. Что касается нее, то все, что для нее имеет значение, это быть с ним и говорить так эмоционально. Она подходит ближе, и они падают на кровать. В этот момент она признается ему в любви, но Ю не дает ей приблизиться. Он извиняется, и Киюки сразу понимает, что он не испытывает к ней тех же чувств. Из ее глаз текут слезы, и она встает. Подобрав с пола свое пальто, она собирается уходить. Но перед уходом она говорит, что Ю должен быть честен со своими чувствами и знать, что Фука испытывает к нему те же чувства. Коюки вышла из комнаты и не могла перестать плакать. После этого Юй стал искать свой талисман для телефона и пропустил тот день, когда они выиграли этот турнир. Он не слышал, как ему позвонила сестра, так как продолжал над чем-то работать. Он тоже ничего не ел, и его сестры очень беспокоятся. Они пришли к выводу, что вы с Коюки должно быть расстались. Сара репетировала с новой группой, которую порекомендовал ее брат. Они так довольны ею и просят ее присоединиться к их группе вместо того, чтобы просто выступать в ван-кик. С другой стороны, Начай снова начала заниматься легкой атлетикой. Его тренер сказал ему, что ему придется проводить много времени на беговой дорожке, как только это будет рекомендовано. Он согласился работать лучше. Микаса собирает свои вещи, чтобы отправиться в дом своего отца. На следующий день Ю ждет, когда Начи придет в школу, и спрашивает его, присоединится ли он снова к группе. Начи сердится и сразу же отказывается, так как он выбрал другой путь. Но Юй убежал после того, как я дал ему компакт-диск с треками, которые он написал. Юй настаивает на том, что он должен прослушать их прежде чем принимать решение. После этого он идет к Микасе и просит его присоединиться к запрету, но тот отказывается говорить им, что решил снова переехать в дом своего отца. Это самый простой способ добиться обещанного светлого будущего. Но Юй отдает ему компакт-диск и уходит. После этого он встречает Сару и задает ей тот же вопрос, отдав ей диск с песней, которую он написал. Она вежливо отказывается, говоря, что уже присоединилась к другой группе. Но она поблагодарила его в их группе, сказав, что быстро поладила с новой группой. В конце концов он отправился в квартиру Фуки и продолжал звонить в ее дверь. Она знает, что Ю стоит у двери, но не открывает ее. Ю оставляет диск в почтовом ящике и уходит. Он посоветовал всем встретиться с ним в ресторане, если им понравилась его песня, в которой он выразил все свои чувства. Юй продолжает ждать в субботу, и никто не приходит до 3 часов дня, пока не появится первый человек с Сарой. Она вернула его компакт-диск и сказала, что его чувства были такими ясными. Затем, мгновение спустя, Микаса тоже присоединяется к нему, отменив свой план переезда в дом своего отца. Он даже принес ноты для своей песни. Внезапно Начай кричит, объявляя о своем прибытии. Он сказал, что ему очень понравилась эта песня. Ю рассказывает, что он также подарил копию своей песни Фуки, и он эгоистично надеется, что она присоединится к их группе. Они надеются, что она присоединится к ним и начнет практиковаться. Несколько дней спустя Ю видит, что Коюки сидит на скамейке и присоединяется к ней. Он делится новостью о том, что они снова создали свою группу, но делают это без Фуки. Он благодарит Коюки за то, что она поддержала его, и именно поэтому он может сделать это сейчас. Но Коюки знает, что Ю очень умный и знает, чего хочет. Ю извиняется перед ней за то, что отказал ей в любви, но она встает и счастливо улыбается. Вместо этого она протягивает ему руку и благодарит его. В ту ночь Юй снова стоял перед зданием, где живет Фука. На этот раз дверь открывается, и пожилая женщина представляется мамой Фуки. Она говорит ему, что Фуки нет дома. Ю уходит, попросив маму рассказать Фуки о его визите. После того, как Ю отослал Ю, мама Фуки входит в комнату Фуки и говорит ей, что мальчик ушел. Фука чувствует себя ужасно из-за того, что заставила свою мать солгать. Ее мама хочет, чтобы она еще раз подумала, что это именно то, чего она хочет. Фука уверяет ее, что она знает, что делает. Ю идет по улице и смотрит на комнату Фуки. Он ничего не может сделать, чтобы заставить ее изменить решение. Но в то же время они начали репетировать песню, которую Ю написал, чтобы воссоединить их. Его песня была так хороша во время репетиций. Сара отмечает, что Начи допускает много ошибок. Начи и Микаса вступают в дружеские ссоры, когда Сара спрашивает тебя, не хочет ли она о чем-нибудь поговорить. Она рассказала, что ее брату позвонили из клуба, где они выступают. Теперь они хотят, чтобы они снова приехали и выступили там. Сара не выглядит такой обнадеженной, поскольку знает, что это невозможно без ведущего вокалиста. Но Ю сразу же начинает готовиться и спрашивает всех, смогут ли они это сделать. Начи и Микаса не уверены, должны ли они сказать да или нет. Увидев их, Ю обещает, что вернет Фуку в их группу. После его заверений они согласились выступить в клубе. Так вот, Сара сказала им, что она передаст своему брату, что они готовы. После этого Ю оставляет голосовое сообщение на стационарном телефоне Фуки, в котором говорит, что хочет сообщить ей нечто удивительное. Они получили еще одно предложение выступить в том же клубе. Он хочет сказать им, что выступление состоится через 2 недели, и он надеется, что она выступит вместе с ними. Он также просит Фуку встретиться с ним один раз. Когда сообщение заканчивается, мама Фуки спрашивает: «Это ты?». Фука нацепляет на лицо фальшивую улыбку и говорит своей маме, что это ты, и она уже сказала ему, что отныне будет выступать только сольно. Глядя на подарок, который ей дал ХДС, она еще
еще раз напомнила себе, что не может быть рядом с тобой, несмотря ни на что, и никогда не будет. Возвращайся назад. В студии Фука встречает Коюки возле торгового автомата. Она рассказывает, что поначалу это всегда тяжело, но со временем становится легче. Когда Фука говорит ей, что решила выступить сольно, Коюки решает рассказать ей, что произошло между ней и Юго. Она с грустью сообщает ей, что рассталась с Ю. Это всегда было односторонним отношением. И это ее вина, что в своей одержимости она не смогла оценить чувства Ю. Он не был в нее влюблен. Коюки говорит Фуке, что она сама говорила ей ранее, что никогда не была влюблена. Но ее первая песня была полностью посвящена ее чувствам по поводу ее любви. Она знает, что она должно быть чувствует. Когда Фука слышит это, она чувствует, что ее охраняемый секрет раскрыт. И она отрицает, что это была всего лишь песня, которую она написала, подумав о том, какой может быть любовь. Это было ее воображение об одностороннем увлечении. Коюки смеется над ее нервозностью и советует ей быть искренней в своих чувствах, иначе все только ухудшится для нее. А потом Коюки уходит от нее, сказав, что было здорово познакомиться с ней. После репетиции Ю прощается с ней еще до того, как они узнают, что он направляется домой к Фуке. Микаса говорит, что он навещает ее каждый вечер после репетиции, потому что она не ходит в школу. Начай предлагает им всем пойти к Фуке домой и попытаться поговорить с ней, попросив ее присоединиться снова их группа. Но Сара и Микаса хотят, чтобы ты уладил отношения между ним и Фукой первой. По ее мнению, лучшее, что они могут сделать для Фуки, это усердно тренироваться, чтобы добиться совершенства в песне до ее возвращения. Мама Фуки еще раз говорит тебе, что она еще не вернулась домой. Сказав ей, что вернется завтра, он отдал ей что-то со своей спины. С другой стороны, по дороге домой Фука думает о совете Коюки быть верной своим чувствам. Они идут по дорожке одновременно, но не смотрят друг на друга. Когда Фука возвращается домой, она видит, что ее мама слушает песню Hedgehog, где она является ведущей вокалисткой вместе со своими друзьями. Она комментирует, что все они выглядят такими счастливыми на шоу. На лице Фуки сияла широкая улыбка. Даже ее мама сомневается в решении Фуки, потому что, по ее словам, она уже довольно давно не видела ее улыбающейся. Это то, чего она хочет? Ее мама просит ее быть верной своим чувствам, потому что в таком юном возрасте многое путается в голове, но ты нужно делать то, что ты хочешь, и это совет опытной женщины. Затем она вручает Фуко листок бумаги, который ты оставил для нее. Он извинился перед ней за то, что побеспокоил ее, но попросил, чтобы она снова стала частью их группы. Песня, которую он написал, отражает все его чувства, и он хочет, чтобы Фука послушала ее один раз. А еще он хочет, чтобы она спела эту песню. В день концерта придет Фука, и все они решают извинить владельца за то, что он не смог выступить. Но Юй хочет попросить Фуку в последний раз, и он просит всех дать ему еще один шанс привести Фуку. Он хочет выполнить свое обещание и вернуть ее обратно. Начай с радостью соглашается, так как он решил последовать примеру Ю с тех пор, как снова присоединился к группе. Ю очень быстро бежит к дому Фуки, и ее мама снова открывает дверь. Ее не было дома, она вышла погулять на улицу. Внезапно Юй понял, где он может ее найти. Это было то самое место в школе, где он впервые увидел ее стоящей и слушающей песню. Он был прав, Фука была там, стояла совсем одна. Он сказал ей, что они не могут продолжать свою группу без нее. Она по-прежнему непреклонна в том, что ее эгоистичное решение покинуть группу причинило боль всей группе, и они, должно быть, злятся на нее. Она отказывается, но потом подходит Юэй и говорит, что нашел то, что важно для него – музыку и группу. И все это важно, потому что она часть этого. Он чувствует, что снова все портит, потому что не может четко сформулировать перед ней, чего он хочет. Он говорит ей, что любит ее. Это пугает Фуку. Она говорит, что хочет играть в группе и тоже любит его. Потом Фука обнимает его, и они наконец-то находят общий язык. С другой стороны, остальная часть группы продолжает ждать их. Начи сходит с ума от страха, что произойдет, если они не придут. В это же время туда прибывает Юй, который бежит вместе с Фукой. Она извиняется за то, что причинила им боль и покинула группу. Начай говорит ей, что они могут обсудить это позже. Сейчас им следует сосредоточиться на репетиции песни Ю, но они уверены, что Фука справится с этим даже без практики. Она заверяет их, что у нее все получится. А теперь они просят Фуку провести их ритуал перед выступлением. На этот раз она просит Ю сделать это, потому что он воссоединил упавшую луну. Они берутся за руки, пока вся группа Hedgehog ждет их выступления в клубе. Начинается песня для тебя, и Нико видит свою бас-гитару в руке Юга. В отличие от его предыдущей реакции, он рад видеть, что его бас-гитара находится в руках хорошего исполнителя. Фука так хорошо играет. Коюки знает, что Ю удалось вернуть Фуку. После этого осталось допеть только одну песню, но зрители хотят большего. Перед началом следующей песни Фука спрашивает каждого, знают ли они, чего хотят. Поскольку она сама этого не знала, кто-то помог ей найти свой путь. Именно так она основала группу и теперь выступает перед всеми. Она советует всем делать то, что они хотят. Затем она начинает свою вторую песню. Во время песни все моменты проходят перед ее глазами. Дни, которые они провели вместе в пляжном домике, и как Ю пытался спасти ее, когда она тонула, а он в итоге потерял сознание. А потом она поцеловала его, чтобы вернуть к жизни. Они основали свою группу и переживают самые счастливые моменты вместе на сцене. После выступления они показывают друг другу брелоки для телефона, которые Фука получил после их первого свидания. После выступления в клубе Начай получает благодарственные звонки, но теперь Ю берет Фуку с собой. Ежики снова воссоединяются и начинают выступать в студии Hedgehog.